Что-то давно мы, друзья, не вспоминали про дикие привычки семейства куньих. Встречайте, американского барсука, ярчайшего представителя, родственника росомахи и медоеда. Обитает наш герой по всей Северной Америке. Этот барсук один из самых агрессивных представителей своего семейства. Он яростно защищает свою территорию и нападает на всех, кто его потревожит, включая койотов, собак и даже людей. Он может шипеть, рычать и даже нападать, если чувствует угрозу. Внешне он очень похож на обыкновенного барсука, однако имеет более скромные размеры, да и весит почти в 2 раза меньше. Длина тела американского барсука около 70 сантиметров, а масса редко превышает 10-12 килограммов. Тем не менее, американский барсук совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. Все в американском барсуке сделано для копания. Они имеют форму клина, как садовая лопата, с небольшими головами, толстыми шеями и мощными плечами. Их передние лапы также частично перепончатые, держат пальцы лап близко друг к другу для еще более сильного копания. Их глаза защищены от летящей грязи и пыли с помощью внутренней перевязывающей мембраны, которая при необходимости опускается вниз. Из-за особого строения тела американский барсук способен передвигаться задом наперед, практически так же легко, как и вперед. Это помогает ему быстро маневрировать в узких подземных тоннелях и защищаться от хищников. У них даже кожа подвижная, что позволяет им поворачиваться в труднодоступных местах. Кожа американского барсука настолько плотная и толстая, что защищает его от укусов змей и когтей хищников. Она также очень подвижная, что позволяет барсуку легко выворачиваться, если кто-то схватил его за спину. Его кожа настолько крепкая, что даже собаки, нападая на барсука, редко могут его серьезно поранить. Помимо настырности, американский барсук отличается абсолютным бесстрашием, что понятно, ибо гены никуда не денешь. Местные хищники, например, в лице койотов, порой предпринимают тщетные попытки полакомиться барсуком, но чаще всего остаются ни с чем. Кстати, барсук и койот, казалось бы, абсолютно разные звери, но иногда они объединяются для охоты. Барсук роет норы и выгоняет добычу, а койот ловит ее на поверхности. Хотя койот может перехватывать больше жертв, барсук не остается в проигрыше. Он экономит силы, получая доступ к свежеразрытым норам. Такая кооперация среди хищников – большая редкость в мире животных. Зубы хищников американского континента хоть и острые, но не такие, как на африканском, и они не в состоянии прокусить невероятно толстую шкуру барсука. А вот сам барсук может довольно ощутимо цапнуть за ляжку или другое мягкое место. В общем, перед нами явно американская версия медоеда. Главным оружием англоговорящего барсука являются острые, как бритва, зубы и длинные до 5 сантиметров когти. Ну а если укусить или поцарапать не получается, то в ход идет секретное оружие в виде едкого и неприятного запаха. Снова все по сценарию гоп-компании «Медоед Росомаха». Однако свои длиннющие когти зверек использует не только для самообороны или нападения на добычу. Он приспособил их и для другого интересного занятия – рытья нор. Причем роет он очень профессионально и быстро, прямо как настоящий экскаватор. На секундочку, основной дом барсуки прорывают длиной в 10 метров на глубину 3 метра в землю. Именно поэтому барсук предпочитает обитать в тех местах, где имеется рыхлая почва, чтобы вдоволь нарыться нор. Зачем? Этому есть вполне простое объяснение. Несмотря на то, что американский барсук способен развивать скорость по пересеченной местности до 30 км в час, правда только на коротких дистанциях, ему далеко не всегда удается поймать свое любимое лакомство – грызунов. Поэтому он предпочитает не тратить силы и время на догонялки. Он попросту берет и выкапывает добычу из норы. Этому экскаватору абсолютно все равно, насколько глубоко она успела спрятаться. Кстати, зимой американский барсук не впадает в спячку, но в холодные деньки старается лишний раз не покидать своего логова. А для этого в норе всегда должно быть припасено что-нибудь вкусненькое, чтобы потом круглый год выглядеть, как будто был в гостях у бабушки. Поэтому зверек при любой возможности закапывает добычу под землю и поэтому съедает ее, не боясь, что кто-то отнимет у него лакомый кусочек. Ну и как не остановиться поподробнее о барсучьих норах?
В густом лесу, где-нибудь на крутом склоне холма или оврага, можно увидать довольно большое отверстие, отшлифованное по краям до блеска. Это гнездо барсука, признанного мастера-землекопа. Нора его удивительные сооружения. Впрочем, такими сооружениями норы становятся не сразу. Сначала барсук роет примитивную нору – коридор, тянущийся в глубину на 2-3 метра и заканчивающийся гнездовой камерой. Но с каждым годом барсук расширяет и углубляет свое жилище, роет новые коридоры, проделывает новые ходы. И это повторяется из поколения в поколение в течение многих десятков, а то и сотен лет. Нора превращается в целый город. Кстати, старые барсучьи поселения так и называются – городками. Иногда в таком городке до 50 входных отверстий, а общая длина коридоров превышает 200 метров. И еще интересный факт. Барсук роет так энергично, что иногда его добыча, например, суслики или гоферы, задыхаются под завалом еще до того, как он до них доберется. Барсук не просто роет норы. В случае опасности он может мгновенно зарыться в землю и исчезнуть буквально у хищника под носом. Некоторые особи используют эту тактику, чтобы сбежать даже от крупных врагов, таких как пумы или медведи. Американские барсуки, как вы уже догадались, одиночки. Как и все куньи, которые встречаются вместе только ради любви. Только около 5 барсуков будут жить в одной и той же области. Причем группы, как правило, находятся на расстоянии не менее 1 километра. Барсуки холод не любят, и поэтому время для любви оставляют на период летних месяцев, с июля по август. Тем не менее, эмбрионы не начинают расти до начала декабря из-за отсроченной беременности. Процесс известный как эмбриональная диапауза. Собственно, то же самое делает росомаха, не желая рожать своих деток в голодные зимние месяцы. Барсуки женского пола хотят любви уже в возрасте 4 месяцев, а барсуки-мужчины, как обычно, опаздывают и хотят женской ласки только с 2 лет. В среднем самка американского барсука рожает по 5 детенышей. После рождения американские барсучата будут слепыми и беспомощными в течение первых нескольких недель своей жизни, а через 8 недель они начинают есть мясо. В возрасте от 5 до 6 месяцев детеныши американского барсука покидают мам, отправляясь на поиски своей собственной американской мечты. В среднем американские барсуки живут до 5 лет в дикой природе, в неволе намного дольше. У американских барсуков мало естественных врагов, поскольку связываться с этими психами никто из нормальных хищников не желает. Однако без людей и тут дело не обошлось. По мере того, как среда естественного обитания американского барсука превращается в сельскохозяйственное угодье или ранчо, животное становится вредным объектом для тех, кто рассматривает их норы как риск для скота или как препятствие для производства сельскохозяйственных культур. Таким образом, основная угроза американских барсуков – это потеря среды обитания. Американский барсук – это не просто пушистый зверек, а настоящий боец с мощными когтями, непробиваемой кожей и железным характером. Он одновременно хитер, свиреп и невероятно вынослив. Неудивительно, что в Северной Америке его уважают как одного из самых бесстрашных животных. Ну что ж, пожелаем американскому барсуку самых больших запасов. А как вы думаете, на кого по повадкам и внешности среди своего куньего семейства больше всего похож американский барсук? Пишите Для тех, в комментариях. кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!